А что, бабуся? Что тебе надо? Слушай, бабуся, теперь пост. А я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться. Шалишь, бабуся, устарела. Главным делом своей жизни он считал преподавание, учебная студия в ГИКа, подготовка дикторов советского радио, наставничество в Московской областной филармонии. Педагогическая деятельность отнимала у Николая Кутузова львиную долю времени, но он никогда не порвал связи с кинематографом. Артист умел неподражаемо вживаться в образы негодяев всех мастей. За полвека работы на экране злодейская амплуа стала его визитной карточкой. Николай Николаевич появился на свет в далеком уральском городке Кыштыме в июне 1987 года. На малой родине юноши почетом пользовались горнозаводские профессии. Чтобы получить творческое образование, нужно было перебираться в столицу. В 1922 молодой человек поступил в частную московскую студию творчества, где под руководством Бориса Витальевича Чайковского обучались будущие киноактеры. Николай оказался одним из первых выпускников студийцев. Позже свое мастерство в стенах этого учебного заведения оттачивал известный советский режиссер-сказочник Александр Роу. Театр вошел в жизнь Кутузова задолго до переезда в Москву. Практически сразу после Октябрьской революции Николай Николаевич влился в странствующий коллектив провинциальных артистов. Труппа исполняла спектакли антрепризы в наиболее крупных городах Урала и Сибири – в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Томске и Иркутске. В середине 20-х годов актер впервые попробовал силы в ином качестве, на некоторое время заняв пост ответственного режиссера Хабаровского театра Приморского районного совета. С 1943 он продолжил заниматься режиссурой, но уже на базе любительского профсоюзного коллектива трудящихся угольной промышленности. Фильмы. В кино Николай Николаевич был незаменим в роли отрицательных персонажей. Резко очерченный профиль и огненный взгляд артиста воздействовали на зрителей магнетически. В 1925-м Владимир Гардин выпустил черно-белую картину «Крест и Маузер», центрального персонажа, в которой исполнил Кутузов. Образ насильника, коварного убийцы и шпиона Иеронима Десницкого, переодетого в сутану ксендза, своим реализмом вызвал у публики оторопь. Тремя годами позже в драме Виктора Турина «Его карьера» Николай вновь выступил под маской антигероя. Он сыграл предателя революционных идей и тайного осведомителя царской охранки студента Виктора Боровского. В период Великой Отечественной войны Кутузов прервал работу в кино и послужил талантом фронту, выступая в составе концертных бригад. После победы все вернулось на круги своя, и Николай Николаевич опять начал принимать предложения режиссеров. В историческом трехсерийном фильме «Киевлянка» ему досталась небольшая роль старика Хуана Сантоса. Отец, ведь когда-то ты дрался за республику. Меня отправил в Советский Союз. Братьев моих убили фалангисты. Неужели ты все это забыл? В Испании и сейчас есть люди, которые борются. Знаю. Тебе не следовало приезжать. Но так приказал Падре Луэс. Священник? Зачем? Он хочет вернуть тебя в лоно церкви. В философской кинокартине Андрея Тарковского «Андрей Рублев» актера утвердили на роль старшего игумена. А еще скажу я вам, братья! Чего ты нам здесь скажешь? Что скажешь, братец, чего мы не знаем? А ты-то сам знаешь, что с такими, как ты, бывает. Скажи, ведь я не обижусь. Не бойся. Так ведь я же... А ну, пошел вон, пес! Пошел вон с глаз моих, змеево отродье! В миру приживешься, охальник! Ну вот, видите. Кирилл. Вершиной творчества артиста признана его «Старая ведьма» в мистической экранизации гоголевского «Вия» 1967 года. От роли зловещей старухи отказались все ведущие острохарактерные актрисы Советского Союза.
а Кутузов, напротив, согласился перевоплотиться в темную ипостась Паночки. Умилосердись, бабуся! Ну как же так можно, чтобы христианские души пропадали ни за что, ни про что? Где-нибудь помести нас! Если мы что-нибудь как-нибудь того или какое другое что сделаем? Я пущу вас, только положу всех в праздных местах. А что, бабуся, если б так, как говорят... В животе будто колесами кто стал есть. Саму там хоть бы щепка во рту была. Ага. Из чего захотели? А у меня сегодня и печка не топлена. Последними киногероями Николая Николаевича стали купец в «Вечном зове» и священник в картине «Легенда о Тиле». Погоди, и до тебя черед дойдет. Кому сказано? В баню всем велю раздеваться! Всем! Сейчас лопани. Меня кто голым увидит, с души своротит. Мне перечить? А ну, бабы, рвись, не волчок! Рвись! В 1976 году кинематографическая летопись актера подошла к концу. Советского актера Николая Николаевича Кутузова не стало в мае 1981 года. Перед смертью мужчина долго и тяжело болел, а завершающий год жизни вовсе провел в постели. Местом последнего упокоения стало Троекуровское кладбище города Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.